Карта утверждает, моя любимая карта Осмонд, что через 100 метров по правой стороне будет родник, 50 метров от берега. И не набрать воду я не могу, потому что у меня запасы заканчиваются, дальше воды не будет. Так что попробую набрать воды здесь в роднике. Я нахожусь возле следующего после города Сороки села Трифейлс по правой стороне. И знаете, немножко отпустило меня. Дело в том, что те самые водоросли, которые мешают купаться, вот они. Которые мешают рыбачить, вот они. И благодаря им вода стала немножко чище. Чуть-чуть. Вот эти хлопья, которые поверху плыли, внутри прям такие сгустки были, как будто куриное перо, я не знаю, как описать. Вот скорее всего в таких водорослях все застряло. Сегодня точно не буду брать воду, фильтровать из реки, пока дальше не отойду, потому что я фильтр просто забью этими микроорганизмами. Да и фильтр, наверное, все не сможет удержать. Хотя бы эта картина исчезла, которую я видел. Потому что то, что вот из Сорок творится, это какой-то трэш. А еще видите, что вот сверху бросили в воду вот эти отходы, а здесь вот коровы пьют воду, соответственно, люди травятся через молоко. Природа дает обратку, только тихо. И, по-моему, даже это родник. Я еще, походу, и родник открою на карте. Даже моя карта ничего не знает про это место. Всякое я видел на реке, но такого я еще не видел. Какие есть мысли по этому поводу? Конструкция очень старая. Видно по трубе, что она вот-вот перержавеет и сломается. Или начнет бить со всех щелей. И что-то я сомневаюсь, что ее можно пить. Обязательно отмечу это место. Может, она реально очень вкусная. Но спросить меня у кого. Никогда подобного не видел, чтобы такой перепад. Здесь порядка 4 метров, если не 5, от земли. И такая струя бьет. Конечно, я удивлен. Но воду я боюсь пробовать. Никак не обозначено. Хоть бы знак поставили, что это питьевая вода. Непонятно, честно. Для меня это загадка. И вот, пройдя 120 километров смежной границей между Украиной и Молдовой, я остановился напротив Великой Косницы, последнего украинского села на этом отрезке пути. Десятки и сотни всевозможных птиц повстречались мне на этом участке. Здесь нет заповедника, но в то же время отсутствуют браконьеры и охотники.
А все благодаря границе и ее контролю по обоим берегам. В этот день я стал лагерем на краю молдавского села Васильково, а на утро следующего дня по берегу прогуливался местный житель Сергей. Он угостил меня домашними продуктами со своего огорода, а также рассказал о жизни в этих местах. Если я буду бросать эту бутылку, закон есть, экология. И если, допустим, я буду рубить и вот это дерево, топить, экология, штраф. А если весь мусор из города, из канализации, весь нет. А сколько плата за воду? Вы говорите, поливать огород с Днестра платно? Платно, да, платно. Но я больше поливаю из колодца. А скажите за переправу. Четверг, базарный день там. Завтра будет переправа работать в воскресенье, 3 дня в неделю. Только наш район, Саровский и Ямповский, свободно. А если с других сел, надо загранпаспорт, но через Сороки. Да. А много родственных связей? Вот, О, ты что? пересечено все у вас здесь прямо? Что, здесь это Косинский, очень много живут, здесь Василькове наши, там живут. Какая рыба? Есть рыба вообще сейчас здесь, в Днестре? Судак, красноперку. Мы на удочке только эти бычки. Ага, знаешь, бычки. Я видел, много рыбаков с берега ловят. Да, бычки. А что-то покрупнее не ловят у вас так вот? Там в Сороке, Повыше. где весь этот мусор. Ага, вот там ловят, да? Ну там же грязная рыба, и она сюда, наверное, доходит. В 2008 году Днестр поднялся аж до центральной дороги. Аж туда в огороды, вот я сейчас вижу, там же выше намного. Я могу тебе показывать. Вот здесь была вода в 2008. Да. Смотрите, ребят, в 2008 году здесь была вода с Днестра, поднялась река. Весь огород. А теперь я покажу, смотрите, весь огород был затоплен. А в каком месяце это было? В каком месяце было? Июль? По-моему, в это время даже картошку не... Да, в это время. Июль-август. Июль-август. Это пропали все продукты у вас? Все. Вот это да. Что было поздно, капуста, все. Вот сколько я иду, это все была река. Смотрите, до воды еще у меня метров 30. Это все спуск. Вон там лодка вдалеке моя. Да, Днестр с характером. На той стороне, на таком же уровне я вижу у людей огороды. А у меня запасы воды, и я счастлив. Мне этого хватит, если экономить на 2 дня. Только тихо. Сейчас спустим лодку на воду, и я отправляюсь дальше в путь. Так, ну что, я, честно говоря, удивлен, что я еще довольно рано отправился в путь. Учитывая, что я пост писал утром и еще здесь по гостям бегал. Вот. Но на часах 11 неплохо. А впереди вот такие дальние дали. Вот все коровы так, все лошади, все на меня так смотрят. Я для них как чудо какое-то. Из этого я сделал выводы, что бедарочники здесь ходят редко. Получается, не нужен ни поплавок, ничего. Грузила, червяк и погнал. И сколько так за час можно поймать? 60. 60? О, так это прилично. Смотрите, какие скалы замечательные. Это просто фантастика. Что за порода, не ясно, но такая как мел практически. Светлая очень. Видно, что эта сыпуха постоянно осыпается. Ну, красиво же. Знаете, мне сегодня показалось, это мне навеяло вчерашним ощущением от
города Сорок. Что-то я взгрустнул, и мне показалось, что чем меня теперь здесь, понимаешь, Днестр удивит. У нас там и каньоны, и все. И тут вдруг, неожиданно, из-за поворота, вот такая красота. Вот это еще Украина. И этот же левый берег, ну вон там прямо высокий, видите? Это уже Приднестровье. А правый как был, так и есть Молдова. Может быть, еще связь будет ловить интернет, но я уже теперь буду два берега иметь точно не своих. Где-то в районе этой балки проходит государственная граница Украины и Приднестровья. Дальше по левой стороне будет, ух ты, по левой стороне будет село Грушка, Приднестровье, а по правой Немировка в Молдове. Слева у меня Грушка, справа Немировка, и теперь я полностью в Молдове. Снова появилось течение, река жила, ветер стал попутный. Время 16:20, и его достаточно, чтобы подальше отойти от трех смежных границ. Только что повстречал парня на белой надувной лодке, двухместной. И немножко пообщались с ним о жизни, обо всем. Рассказал, что цены в Приднестровье дешевле, сигареты в частности, свет, ну, электричество в Молдове дороже. Я уже слышал об этом, что в Молдове чуть ли не в 5 раз дороже электричество. Спросил про рыбу у него, сказал, жерех есть. И местами, смотрю, река довольно глубокая уже, водоросли даже не дорастают до поверхности. То есть, я думаю, там я проходил, метров было по 3 подо мной. Вот. Но самое интересное то, что он на лодке переплывал сначала со стороны Молдовы, Приднестровья, это издалека видел, а потом обратно. И я думаю, что для людей здесь на уровне вот местных здесь ничего не поменялось. Родственники остались, кого-то там, кого-то здесь. Поэтому здесь, я думаю, буду видеть много и часто лодки, переплывающие слева на правый берег. На уровне местных, на уровне родственников, я думаю, что здесь так и есть, так и происходит. Потому что это испокон веков сложившиеся отношения, и чтобы попасть в гости, не знаю, там к брату, к матери, ехать нужно что, 300 километров вокруг до ближайшего моста. Оно и логично, что так они и будут друг к другу в гости ездить. Именно местные. Конечно, если я туда пересеку, то я получу по шапке. «19:30 на часах». И вообще со стоянками, я так понял, здесь проблема. Потому что до этого как-то были места безлюдные, можно было остановиться. Но это стоянки такие, знаете, на одного человека. Вот если группа идти, то надо постараться найти место. Вот, кстати, такой пакет перцев и помидоров
Меня угостили утром, где я стоял. Короче, у меня запас шикарный перцев, помидоров. Просто класс. Ну, так стоянку обустроил. Коль уже я включил камеру. Какой-то еще легкий бардачок у меня присутствует. Но уже матрас, спальник внутри палатки. Попробую по реке показать угол. Так, вот горизонт. Видите, угол какой? Уклон градусов 10. Но я там травы набросал. Она ровно вот у меня подпирает здесь, под палаткой. Получается, там горизонт. Ну, надеюсь, что я не скачусь в реку. А так выглядит Днестр. Вот теперь часто такой поросший травой. И вот мне везет как раз вот больше всего такой на правой стороне. Приходится буксовать. Но иногда я выхожу туда на середину, дальше неохота на территории Приднестровья заплывать. Но вот с моей стороны вот такое ощущение, что в легком киселе иду. Все, ужинаю. Какие-то записи сделаю и спать. Завтра меня ждет монастырь в Жабке. Скальный монастырь. Это женский монастырь действующий. И если все благополучно, то я у них там и переночую. Что ж, спокойной ночи. До завтра. Доброе утро. Что-то сегодня похолодало. Прям после вчерашней жары. Неожиданно. Я посмотрел в бортовую тетрадь свою, в бортовой журнал. И убедился, что сегодня уже 32-й день. Проснулся сегодня от того, что сверху у меня на палатке птица такая, рыбалка, зимородок. Довольно редкая, и я никак не могу сделать хороший кадр ее. Она меня разбудила тем, что ловила рыбу. Здесь полно бычков, и уже 2 дня кряду я вижу, взрослые и дети ловят этих бычков. Просто стоят прямо в воде по колено, грузила, крючок, червяк, опускают, поднимают. Они маленькие, конечно, не знаю, как они их там жарят. Так вот, у меня как раз такое место, если видно, что здесь пусто, нету веток и деревьев, а здесь рыба играла еще с вечера, и этой птица-рыбалка, зимородку, ей сложно, все время в воздухе нужно завязать, потом бросаться. Легче сидеть на ветке, увидеть, где рыба. Вот она здесь с утра у меня такую устроила пляску. Садилась на палатку, прыгала в воду, долбала рыбу сверху на палатке. Я думал, кто-то мне палатку долбит, вообще пробивает ткань. Ну что, водные процедуры, завтрак и в путь. Дождь прошел, и сразу вот просто после дождя вот такое солнце встало. Я прям удивился, честно. Думал, с утра будет плотно затянутое небо целый день. Все, погодка шепчет, солнце, день чудесный. Выдвигаешь дальше. У меня за поворотом, кстати, сейчас будут похожие через километров 5-6 скалы, которые я вон там пропустил. И действительно, сегодня мы вот в солнечных лучах, они там красиво смотрелись. Но возвращаться я не буду уже. Пойду прямо.
из села Вертюжаны. Как видите, течение взбодрилось так, что вода будто кипит подо мной. Снова река ожила. То есть она местами, получается, спадает, течение нарастает. Много рыбаков появилось, рыбачат направо, на левом берегу музыка. И Днестр такой необычный становится. Как в степи такие просторы только что были, потом вот снова стеночка поднимается правая. Просто красота, не передать словами. Камера не передает всей глубины, к сожалению. Она в плоскую картинку все сводит, а здесь прям есть глазу куда гулять. Вдаль смотреть можно на 3, на 4 километра, на 5. По левую сторону город Каменка. Я смотрю, он поджат такой прям стеной. Гора высокая позади него. Думаю, здесь самые теплые зимы. Южная сторона, во-первых, вот солнце освещает. Плюс сзади такая стенка защищает от ветров холодных, от северных. А мне вниз по реке еще до монастыря Жабка 4 километра примерно. Если я не ошибаюсь, 4-й мост на моем пути. Первый был железнодорожный, 2 следующих, а это 3-й автомобильный. Слева Каменка, Приднестровье, правая сторона Молдова, как всегда. Видно впереди, моя правая сторона снова поднимается высоко в гору, и где-то там дальше поискали монастырь. Ай, хорошо, вечер уже, немножко подустал, хотя и не угребся. Дистанция сегодняшнего дня составит 30 километров, не больше. Так, ну благодаря добрым людям познакомился с ребятами, с семьей, они мне помогли подняться. Я уже поставил свою лодку на колеса самодельные. Конструкция, конечно, настолько хлипкая, все, это вот в этом походе, и я от нее отказываюсь, потому что она себя не оправдывает, честно. Мне 500 метров по таким буеракам потащило, пока солнышко. Вот уже я вижу монастырь, 326 метров до него. Ну и замучился я с этой тачкой, вообще ни на что она не годится уже, все. Прям валится, вся сыпется, хоть бы доехать. Доброе утро, друзья! Сегодня уже, по-моему, 33-й день моего путешествия. Я ночую сегодня в стенах женского монастыря Жабка. Попала сюда по рекомендации Алексея. Так бы я бы не знал, что здесь есть такое место. Только что служащие этого монастыря, скорее всего, с колоколом, кто-то прошелся и всех разбудил. Я проснулся раньше, чем поставил будильник. Будильник поставил на 6. Да, до рассвета. Вон солнышко вот встанет. Поэтому я сейчас встаю, хочу подняться наверх. Там есть скальный монастырь еще. И тут открываются красивые виды. Вот. И, может быть, еще сниму. Вот сам монастырь находится вот здесь. Видите, сразу вот это стены монастыря. А вот здесь за порогом сразу моя лодка стоит. Все, пожалуй, буду пробуждаться и поднимусь наверх.
Ну вот, я поднялся на самую вершинку. Позади меня вот такое солнышко красивое встает. Видел скальный монастырь, у меня есть от него ключи. Поэтому я зайду немножко там. Как умею, помолюсь. Посижу на пороге, там прям лучи солнца попадают туда. Вот, а прежде поднимусь немножко выше еще. Здесь есть еще площадка. Можно подняться повыше. Посмотрю, что здесь. Потом вернусь. Сверху обзор такой хороший видно. Туман идет прямо над рекой. Причем он идет навстречу реки. Река в одну сторону, а туман в другую. Сижу здесь, в скальном монастыре. Здесь сделана такая лавочка. Прямо из скалы. Сижу здесь и думаю о жизни. Размышляю всякое. Еще немножко посижу, зайду в храм, у меня ключи есть. В этот скальный, вот здесь за поворотом. И пойду вниз, там еще в монастыре постою, пока правится до 9 часов. После 9 трапеза. Ну и дальше буду собираться и держать путь. Дальше к морю. Я такого замка еще не видел. Нужно одновременно вставить 2 ключа и только потом провернуть.
Есть на территории храма родник. Вот здесь наверху еще бутылочка воды, чтобы мне пить. Я поднялся на колокольню, а батюшка мне разрешил. Я спросил, можно ли бить в колокола. Батюшка сказал, что можно, но всего 3 дня в году после Пасхи. На Пасху там как-то, в общем, на Пасху, если приехать сюда, то в эти колокола может звонить любой желающий. Представляете? Надо подгадать и попасть в Жабковский монастырь на Пасху. Слушайте, какое необычное место, честно. Но я был на колокольне на Чернигове. Ну, не знаю, здесь как-то их так много просто. Посмотрите, сколько их и много разных. И как-то здесь необычно чувствую себя, серьезно. Не знаю. Вообще вся церковь сама, сам монастырь в таких голубых цветах. И все стены такие светлые, что даже внутри помещения кажется светлее, будто на улице. Слушайте, это какое-то самое необычное путешествие в моей жизни. Я сплавляюсь по реке Днестр, вернусь опять-таки в Украину, а сейчас я с лодкой добрался в этот монастырь с лодкой. А он стоит на горе, в горку я еще поднимался. Ну, не так высоко, чтобы... В общем... Даже не знаю, что сказать. Попал на службу и немножко постоял там в монастыре, правилась. Вот, одни женщины были в монастыре, батюшка правил, мужчина. И что еще? Потом пообщался с матушкой Августиной, которая вот мне организовала мой ночлег. Вот, немножко оставил на храм денежек, сходил на трапезу еще. Вот, и только с трапезы. Сейчас 10 часов. Время идет, нужно торопиться, поэтому не хочу больше здесь никого с собой задерживать. Собираю вещи. И вот у меня легкий бардачок, как всегда. И вот все вещи сейчас пакую в лодку. Лодка меня ждет вот здесь рядышком. Видно? А, не видно, пересвет. С этой камерой работать крайне сложно. Вон там моя лодка, видите, стоит. Вот. Это селфи-камера сейчас, кстати, поэтому она... Все делает для того, чтобы мое лицо было в кадре видно, а остальное все, пересвет, смотрите, бабах, в окнах ничего не видно, зато меня видно. Все. Спасибо этому месту, спалось легко, хорошее место, очень здоровское. А я отправляюсь дальше.